Приветствуем вас на канале «Жизнь рядом». Если вам понравится эта история, не забудьте поделиться ею и нажать лайк, это нам очень поможет. В то время как зоопарк Майами готовится к официальной церемонии перерезания ленточки для своей новой больницы морских черепах, огромной самке морской черепахи, которая, вероятно, была ранена акулой, потребовалась неотложная помощь, чтобы помочь спасти жизнь этого вида, находящегося под угрозой исчезновения. В зоопарк Майами поступил срочный звонок из комиссии по охране рыбы и дикой природы Флориды с сообщением о том, что большая самка головастой черепахи была спасена с электростанции Порт Сент-Люси с серьезной травмой левого переднего ласта, оставив только обнаженные кости и разорванная плоть, очевидная жертва нападения акулы. Поскольку недавно построенная больница морских черепах в зоопарке Майами недавно прошла проверку и получила разрешение на прием больных и раненых морских черепах, было решено передать раненое животное в зоопарк для лечения и реабилитации. По прибытии массивной рептилии весила 388 фунтов, и у нее отсутствовала большая часть левого переднего плавника, за исключением обнаженной плечевой кости. У черепахи также были шрамы на панцире, которые указывали на то, что в более раннем возрасте ее, возможно, сбила лодка. Кроме того, после тщательного обследования, включая УЗИ, выяснилось, что она была беременна. Сотрудники Animal Health немедленно поместили черепаху в один из нескольких специальных резервуаров, предназначенных для содержания морских черепах во время лечения и реабилитации, чтобы подготовить их к выпуску обратно в дикую природу. После стабилизации состояния ей давали жидкости, а также витамины и пищу, в том числе кальмаров и крабов. Спустя пару дней черепаху осторожно перевезли из резервуара для восстановления в специальный загон, наполненный песком, чтобы она могла спокойно отложить яйца и их можно было спасти. Чтобы помочь в этом начинании, ей дали кальций и окситоцин, чтобы стимулировать яйцекладку. К утру следующего дня она отложила более 100 яиц, которые были тщательно собраны, чтобы их могли транспортировать сотрудники программы сохранения морских черепах в парке Майами-Дейд с одобрения ФВК и поместить в искусственное гнездо для инкубации. Хотя некоторые яйца изначально были отложены в воду и вряд ли вылупятся, есть надежда, что некоторые из яиц оплодотворены и успешно вылупятся. После обследований, включавших сбор крови, рентгенографию и ультразвуковое исследование, черепаху по кличке Бэймакс подготовили к операции. Ультразвуковое исследование показало, что внутри нее все еще находились десятки яиц, которые появились во время процедуры. Их осторожно поместили в контейнер с песком для транспортировки, как и остальных. Основная цель операции заключалась в удалении обнаженной поврежденной кости и лечении ампутированной конечности таким образом, чтобы помочь предотвратить инфекцию и предоставить примерно 50-летней рептилии более стабильный путь к выздоровлению. Морские черепахи нередко теряют конечности из-за акул или ударов лодок. Однако многие из них приспосабливаются и продолжают вести продуктивную жизнь после потери конечности, пока они не погибают от потери крови или инфекции. Вся процедура заняла несколько часов и проводилась под руководством младшего ветеринарного врача зоопарка Майами доктора Марисы Бисджан при содействии главного ветеринарного врача зоопарка Майами доктора Гвен Майерс. Обнаженная кость была успешно удалена. После выздоровления в специальном стойле в главной больнице зоопарка ее переведут обратно в резервуар в больнице морских черепах, где за ней будут внимательно наблюдать в течение нескольких недель, пока сотрудники не увидят, что она достаточно здорова, чтобы ее можно было вернуть в дикую природу. Хотя процедура прошла хорошо, перед этой красавицей все еще стоит ряд проблем, и выздоровление далеко не гарантировано. Однако благодаря заботе в зоопарке Майами она получила лучший шанс на выживание, и есть надежда, что она преодолеет эти трудности и скоро вернется в дикую природу. А вы что думаете об этой истории, пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.